это устройство тестировать не будем, сука. Я что-то не ожидал, что он так быстро разлетится. Это мне в зарплату пойдет. Посмотрим, какой будет реакция на этот концерт. Насколько я знаю, его Ян зовут. Взял, сел в машину. Идите у него и спросите, что меня спрашиваете. Это уже дело полиции. Документы на машину есть у вас на это? Центральная барабанка-перепонка что-то начала это. Сейчас начнется драка. Давай. Так, Ян, ты готов? Нет. Всем привет! Сегодняшний выпуск мы посвящаем системам уведомления владельца о попытках покушения на автомобиль. Какие виды существуют, какие действенные, а какие не очень. Рассмотрим на примере эксперимент на реакцию окружающих в случае попытки угона машины, а также получим комментарии о запрещенных каналах оповещения. Погнали! Ну чё, народ, погнали на... Итак, на сегодня существует три вида уведомления: привлекающие внимание окружающих в пределах видимости и слышимости автомобиля, радиоканальные системы на коротких и длинных расстояниях. Рассмотрим подробнее. Здесь сигнализация моросит там, чтобы магнитофон не украли, посмотри, да? Никаких проблем, братишка, посмотрю, что. Издавна, еще в эпоху появления первых охранных систем, в качестве источника привлечения внимания выступал звуковой сигнал. Это был штатный клаксон. Кстати, многие автопроизводители используют его и сейчас, но далеко не всегда эффективно. Проводка в большинстве случаев на эксплуатируемых парке машинах идет в стандартных местах, поэтому зачастую не является секретом для злоумышленника. Провода питания, находящиеся в легком доступе, легко перерезаются. Помимо этого, сам звук не является оригинальным, и очень сложно отличить свою машину от соседской. Вар, 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 вар. Что же на сегодня предлагают производители охранных устройств использовать в качестве звуковых источников для автосигнализации? Товарищ! Что вам здесь надо? Что вам здесь надо? Последние тренды от креативных разработчиков — это MP3-сирены, голос которых легко можно различить среди прочих. Ну, например, с женским визгом. Вы что творите? У меня сейчас глаза вывалятся, блин. Либо с призывом о помощи. Бедолага! Честно признаюсь, меня всегда интересовало, соответствует ли громкость звучания сирены тем единицам, которые прописаны в инструкции либо на упаковочной коробке. И вот мы вместе с вами сегодня это как раз проверим, поэтому у нас на тестировании девайсы, которые наиболее часто устанавливаются вместе с автосигнализациями на территории России. Среди образцов у нас затесалась одна вот такая автономная сирена, но в последнее время их ставят все меньше и меньше. Многие установочные студии отказались от инсталляции подобных девайсов, потому что со временем они приходят в негодность, и не просто приходят в негодность, а начинают выжирать штатный аккумулятор. При этом страдают не только автовладельцы, но и потом установочные сервисы по компенсации. Поэтому мы его сегодня, это устройство, тестировать не будем, сука. Что сделать? Ну, я не думал, ожидал, что просто... Я не думал, что ты его не поймаешь. Я что-то не ожидал, что он так быстро разлетится. Очень хрупкий корпус. Ну что же, идем дальше. Все. Походу, ты не поймал. Это мне в зарплату пойдет. Для испытания громкости сирен мы будем использовать систему измерения уровня шума. Раз, два, три. Этот прибор имеет первый класс точности, недавно прошел поверку, поэтому мы сейчас при помощи него все протестируем. Напомним, что со 120 дБ уже начинается болевой порог, а 180 дБ – это уже смертельное оружие. Так, Ян, ты готов? Нет. Так, прибор для измерения шума мы поставим на расстояние 7 метров от наших испытуемых объектов, от раструбов сирен, ну, так, чтобы привести их все примерно в одинаковые условия. Ставим этот прибор посередине помещения по ГОСТу. Конечно же, условия измерения
уровня шума у нас не совсем идеальные, но нас это устроит, потому что нас интересуют прежде всего сравнительные характеристики. Сравнить уровень звука вот этих испытуемых сирен. Как мы видели, они все разного размера, есть маленькие, есть большие. И вот как они между собой различаются, мы сейчас узнаем. Ну что, я предлагаю тогда начать с обычных сирен, а MP3 оставить на сладкое. Хорошо, давай с маленькой начнем. Так, прибор готов. Сейчас мы его обнулим. Можно начинать. Хорош! 91,4 максимальное значение. Слушай, ну мы потом запишем тогда эти данные. Давай следующую. Так, следующий у нас будет Центурион. Угу. Китайский бренд, довольно известный. Я готов. Поехали, Центурион. Хорош! 96,5 максимальное значение Слушай, у здесь этого побольше девайса. получилось, да? А? Побольше получилось. Да, побольше. Какой следующий? Так, следующий у нас пойдет Starline. Производство находится в Санкт-Петербурге. Ну, я думаю, эти сирены делают на Тайване. Итак, Starline, поехали. Хорош! Есть. 96,3. Очень близко к Да, нашему китайскому где-то другу. Следующая сирена. Следующая Пандора. Производство Калуга. Так, сирена Пандора, поехали. Хорош! Лев, у меня уши уже все. 99 децибел, пока что рекордсмен. Действительно, звук пронизывающий, неприятный. Противный звук такой, что у меня прям центральная барабанка-перепонка что-то начала это... Барабанка-перепонка. Да, начала вибрировать уже внутри головы. Так, следующий у нас идет низкочастотная сирена. Девайс, который редко используется в одиночестве, чаще применяется для звуковой волны, но мы сейчас померим его отдельный показатель. Погнали. Хорош! Мне, кстати, знаешь, что интересно? Вот я здесь стою рядышком, вообще спокойно можно стоять, он даже... Как тебе вообще по звуку? Да, но это не такой, как высокий тон, как у предыдущей сирены, поэтому ты легко его переносишь. Однако очень похож на сигнал тревоги во время войны. Да. На войну так Ага. И весьма оригинальный. Вот не каждый день услышишь во дворе вот такую сирену или на улице, да? Да, слушай, сейчас... Максимальный сигнал 92,8 децибел. Так, мы сейчас будем использовать следующую MP3-шную. Рязанская, да? Да, это Рязань. Угу. Это вот нашумевшее недавно по WhatsApp изделие, которое мы продемонстрировали уже ранее, рязанского производителя. То есть сама компоновка, значит, исходный материал, конечно же, китайский, но вот внутренности потроха сделаны в Рязани. MP3 сирена. Поехали. Сбрось, пожалуйста, параметры, я не смог сдержаться. Дело в том, что ты орешь Да, громче, чем эта сирена. Я поэтому предлагаю Держи сбросить. себя в руках. Рязанская сирена, дубль номер 15. Приготовились. Я готов. Поехали. — 91,4 значения децибела, ниже, чем у конкурентов, несмотря на то, что звук оригинальный, но гораздо тише. Я предлагаю, кстати, второй звук попробовать. Давай. Я готов. Да, тоже.
Ну, гудок парохода примерно на том же уровне. Так, следующая у нас идет Волгоградская. Да, сирена производства «Волгоград», которую нам любезно предоставил Влад Волгоград. Спасибо ему огромное. Девайс сам по себе в основном сделан из китайских комплектующих. Схема разработана нашим Кулибиным. И проверим ее на громкость. Я готов. Максимальное значение 101 децибел. Слушай, это самое большое, по-моему, Да, значение. пожалуй, это рекордсмен среди наших испытуемых образцов. МП3 сирена с женским визгом весьма эффективно. Так, что мы делаем дальше? У меня сирены закончились. Так, делаем теперь звуковую волну трезвучия. Берем низкий тон, средний и высокий. Значит, у многих потребителей есть четкое ощущение того, что если поставить несколько сирен, то мощность звука, звукового давления увеличится. Это мы сейчас проверим. И используем трезвучие и звуковой волны различных тонов или тонов. И так, правильно. Поехали. Так, давай. Берем пандоровскую сирену в качестве высокочастотника. Слушай, а вот эта пьеза, она как-то не очень, да, была? Слушай, ну, да, по-моему... Так, низкочастотную. Горн. Давай мы Starline. И старлайновскую возьмем в качестве средней частоты. Так, ну что, ты сам его? Я буду держать А сирены. показания кто будет смотреть? Давай. Вот они стоят, замкнешь. Прибор готов к записи. Звуковая волна, трезвучие. Первый дубль, погнали. Максимальный показатель 101,3 децибела. Ну что же, это неплохой результат. Действительно, трезвучие работает. Несколько применяемых сирен показали позитивный результат. По раздельности у нас пандоровская сирена была в пределах 92 примерно, да, Нет, старлайновская. там побольше, 96 что ли? 96, Ну, да. То есть это все, в любом случае меньше 100. Меньше 100 децибел. Использование 3 сирен одновременно дало такой результат. Ну, на что же, уровне одной. на Волгоградской. уровне одной волгоградской, Да. да? Хорошо, их можно сравнивать. Но звуки и там получились оригинальные. Кстати, знаешь, самый интересный результат дало то, что если одновременно 3, я здесь стою, и можно спокойно, вот от этой Пандоры сирены, которая прям у меня уши резала, сейчас даже не напрягался, то есть спокойно стоял. Вот. Что, кстати, немаловажный момент. Их можно разместить в разных частях, да, вот так вот, в автомобиле. Тогда, мне кажется, более такой звук будет насыщенный. Угу. Ну, по всей видимости, высокая частота компенсировалась вот этим низким тоном, который тебе понравился, и он тебя явно успокаивает. Ну, будет преступлением, если мы теперь не проверим звук, Давай все уровень захреначим. звука от одновременно включенных всех сирен, которые мы испытывали. О, это кайф вообще. Так, ты готов? Прислоняй. Значение 104,6 децибел. Охренеть, слушай. 7 сирен. Крас! Я Хороший же заговариваюсь, такой грохот. Слушай, я спать сегодня не смогу. У меня внутри прям все эти сирены сейчас находятся. Я буду реально сегодня плохо спать. Давай, заканчивай эту хуйню, короче. С разновидностью звуков мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, как они работают в реальности на улице, в суете рабочего дня. Для этого мы проведем эксперимент, участниками которого станут обычные прохожие. Для этого мы оборудуем автомобиль 2 типами сирен. С обычным звуком и звуком женского крика.
Этот звук для нас давно стал привычным. Мы чаще всего проходим мимо, закрываем поплотнее окна, если звук со двора. Конечно, раздражаемся, а ведь это сигнализация. И, возможно, в эту минуту машину пытаются угнать. Хотя кому это интересно, кроме самого автовладельца? Сейчас проверим. Это Ян. Всем привет. Он будет ковыряться в замке этого автомобиля, естественно, под аккомпанемент сигнализации. А мы посмотрим, какой будет реакция на этот концерт. Вы обращаете внимание? Нет, А вдруг машину угоняют? у меня нет машины. Нет. Нет? А зачем вам? Ну, человек в своей машине ковыряется. А вдруг это угонщик? Угонщики работают за минуту. Мешает, конечно. А вдруг вот сейчас машину пытаются вскрыть и угнать? А, это я даже не подумала. Ой, Сигнализация мне времени нет. Ну, милицию не вызываю. Ждем, когда мужчина проснется от своей сигнализации. Или его машину угонят? Да не угонят. Там же сейчас везде шлагбаумы. Вот ничего странного. Сигнализация работает, какой-то человек там ковыряется. Ой, даже не знаю. Ну вот вы прошли мимо, даже может полицию вызвать. Вызовите. Это похоже на угон? Похож на передачу на какую-то. Наверное, какой-нибудь угона нет или что-нибудь такое. Насколько я знаю, его Ян зовут. Сигнализация работает, какой-то мужик ковыряется там. Что вы думаете? Спасибо, я не... Когда вот вы слышите звук сигнализации и видите... Раздражение испытываю. А когда видите, что там кто-то копается, например? сейчас начнется драка. Не знаю, мы социальный патруль, мы к этому вообще отношения не имеем. Это уже дело полиции, грубо говоря. Вот сигнализация кричит, человек какой-то взял, сел в машину. Идите у него и спросите, что меня спрашивают. Когда ночью она работает у меня во дворе, я бешусь и звоню во всякие инстанции. А сейчас я даже не слышу. Вот хотите верьте, хотите нет. Ну, навряд ли будет здесь кто-то воровать машину. Ну, а если вот вы видите так, вот то, что вы сейчас... Спросим. Здравствуйте, мужчина. Документы на машину есть у вас на эту? А? Можете показать? Легко. Ну, либо в полицию. Кириенко. Город Подольск. А вы всегда вот так вот ответственно подходите? Да. Потому что сами были жертвой, может быть, угона? У меня угнали машину однажды, да. А вдруг это угонщик? Ну, так вот должна быть милиция, должна быть там полиция сегодняшняя. Ну как же она здесь будет, если здесь даже никто ее не вызвал? Ну, не могу вам сказать. А вы не вызовете? Нет. Вот только что экипаж полиции проехал мимо, реакции ноль на происходящее. Скажите, а что вас больше смущает? Человек в машине копается, возможно, ее угоняет? Или вот этот, который такой припарковался? Ну вот это ужасно. Посмотрите. Мне все равно, я видел. Может, он ее скрывает даже. Вам все равно? Вы понимаете, это центр Москвы, день деньской. Возможно, там действительно работает угонщик, но всем прохожим абсолютно наплевать. Был единственный, кто отреагировал. Может быть, сигнализация недостаточно мощная? Проверим. Может, остановить? Вдруг это угонщик? Ну, конечно, наверняка угонщик. Ну, как же. Что вы будете делать в такой ситуации? Да, ну, скорее всего, наверное, пойду мимо также. Мимо пройдете? Ну, думаю, да. А вы? Ну, я думаю, что да, мимо. Нет, ну это идиотизм, конечно. Я вообще считаю, такие сигнализации надо запретить. Копается. Но она вызывает какие-то эмоции другие, не связанные с обычным автомобильным сигналом. Не, мне неприятно. А какие ваши действия? Что вы можете предпринять в таком случае? Может быть, машину сейчас угонят? Удалите запись. Никак не смущает. Что? Никак подстава меня не смущает. Да, это безобразие. А что вот вы думаете? Там какой-то человек ковыряется в машине. Вдруг это угон? Ну нет, он там лежит и наслаждается. Вы сигнализацию слышите? Очень плохо. Ну вот она прям так кричит, как следует. Да. Что вы думаете по этому поводу? Прекрасно. А мы думаем, что это шутка какая-то, и не обращаем на это внимания. Просто мимо пройдете, дальше по делам. Да, я вижу, что мужик сидит, и эта игра идет из колонок, музыка какая-то. А это сигнализация. Я ничего не сделаю, для этого есть полиция.
Гонщики так не угоняют, наверное. Вы знаете, у моего сына угнали машину за 3 минуты. Что думаете по этому поводу? Девушка, отвалите от меня. Отвалить? Давайте. А вдруг это угонщик? Ну, похоже, там крик детский. Сиди, дурачок, мне кажется. Скажи, какая была реакция людей? Большинству просто наплевать. Практически все проходят мимо, хотя сирена и обращает на себя внимание, но на равнодушие людей это никак не влияет. Как видим, мнения неоднозначные. То ли безразличие, то ли иммунитет на звуковые сигналы. Может быть, причиной тому громкость. Существуют более мощные источники звука. Слушай, хорошо, 127 децибел. Это сигналы, которые используются на машинах спецслужб СГУ. И некоторые владельцы используют их для сигнализации. Но насколько законно их применение? Нельзя применять СГУ в качестве сигнализации для автомобилей, тем более, если они стоят во дворах, потому что вы нарушите сразу два закона. Закон о тишине, а также статью 12.4, часть 2 КоАП РФ, и у вас конфискуют специальное громкоговорящее устройство и на вас наложат штраф. Есть закон о тишине, это региональный закон города Москвы, шуметь нельзя с 23:00 до 7 утра. Также есть федеральный закон. Разница между ними лишь в том, когда нельзя шуметь, во времени. Получается, по закону в различных регионах установлены свои нормы. К примеру, в Москве и Московской области существует закон 42, в простонародье закон о тишине, который предусматривает нормативы громкости звуков, определяемые временными промежутками. К примеру, ночью уровень шума должен составлять от 30 до 45 дБ. Для сравнения, уровень шумового давления сирены автосигнализации после проникновения в квартиру может составлять до 80 дБ, что будет являться нарушением закона. Еще одним способом, привлекающим внимание окружающих к автомобилю при покушении на него, является дымовой патрон. В зависимости от модели он генерирует до 150 кубометров белого дыма при срабатывании и призван имитировать штатную неисправность, такую как пожар. Это может не только привлечь внимание окружающих, но и отпугнуть угонщика. Из минусов здесь несколько факторов. По статистике срабатывает всего лишь 2 из 3 вот таких вот патронов. И еще одним негативным фактором является наличие ветра. Несмотря на кажущийся огромный объем дыма, при сильных порывах ветра происходит его рассеивание за считанные секунды. Далеко не всем нравится звук сработавшей сирены под окнами. Да и не всегда услышишь, особенно если окна выходят на другую сторону дома. Поэтому многие автовладельцы и давно используют метод оповещения на ЖКИ-брелок. Это гораздо удобнее и тревога адресная. Однако, как мы помним из наших прошлых тестов дальности, радиоканальная автосигнализация имеет предельную дистанцию, на которую можно передавать тревожные уведомления. Как правило, это до 2 км у рядовых систем и до 10 км с технологией LoRa. Конечно же, этого недостаточно для современного пользователя, и на выручку приходит формат GSM и использование передачи данных на нем. Вот здесь уже область покрытия почти безгранична. Даже в метро можно принять тревогу от автомобиля, причем как в виде звонка, так и на мобильное приложение. Исключением остаются места в областях, где нет покрытия сотовой сети. Какие частоты разрешены в России, кто их раздает и какие используются частоты для нестандартных передач данных и что нас ожидает в будущем по радиоканальным изменениям? Зададим этот вопрос представителю мониторинговой компании. Перспективы развития системы удаленного оповещения, может быть, что-то используется в мире и что-то уже близко к внедрению? В настоящий момент существует несколько разрешенных диапазонов частот в России, такие как 433 и 868 МГц. Эти диапазоны не подразумевают лицензирование. Для них есть возможность использовать максимальные мощности 5 и 10 мВт. Разница заключается в том, что одни из них используются для систем общего пользования, другие используются для систем автомобильной охраны. Также существуют системы на 2,4 ГГц. Они используют протоколы Bluetooth, Wi-Fi и Zigbee. Протокол Zigbee используется в охранных стационарных системах. Протокол Wi-Fi используется на данный момент, широкого применения он не получил. И протокол Bluetooth используется в охранных автомобильных системах. Существуют ли альтернативные каналы связи? У компании Arcan есть собственный радиоканал,
который использует выделенные частоты и передатчики высокой мощности. Для использования этого канала связи нужно какое-то разрешение? Да, конечно, разрешение необходимо, его выдает Роскомнадзор и, соответственно, контролирует использование выделенных частот. Действительно, некоторым операторам связи, я бы даже сказал единицам, доступны нестандартные частоты, выделенные на уровне Минкомсвязи. Как правило, это в пределах 150-160 МГц и требует использования собственной инфраструктуры приемо-передающих станций. Поэтому область действия передачи данных, как правило, ограничивается пределами 2 столиц. Итак, резюмируем наш репортаж. Способы оповещения не всегда бывают эффективными. Сирену можно не услышать, она вызывает даже чаще раздражение, да и не все на нее реагируют. Дым рассеивается ветром, радиоканальная система имеет ограничение дальности или подавляется устройствами глушения связи. Тем не менее, мы многократно убеждались, что в ряде случаев все перечисленное имеет желаемый результат, привлекает внимание бдительных граждан или автовладельцев. Поэтому рекомендации для пользователей следующие. Для охраны автомобиля используйте комплекс мер, обеспечивающий сочетание решений по оповещению на коротких и дальних расстояниях, а также противоугонную составляющую. Помните, что легче предохраняться, чем лечиться. Вот мое горло это дает вам знать. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ребят, скоро увидимся. Ура! Измеряем уровень шума крика Яна. Слушай, хорошо, 127 децибел. Мои гланды в конце вот это вот сделали. Дубль 2. Ты думаешь, я съем? 127,6. До встречи.